Сегодня покажу, как за 3 часа приготовить 60 школьных завтраков на заморозку. Все просто, вкусно и так удобно, что вы больше не захотите готовить каждое утро с нуля. Начнем наш список завтраков с моих любимых слайдеров. Это мини-бургеры, которые очень удобно готовить сразу в большой партии и хранить в морозилке. Первое, что нам понадобится, это куриная грудка. Обычно ее нарезают ножом, но у меня есть способ побыстрее. Я натираю ее на шинковке, пока она еще заморожена. Мясо получается тонкими полосками, и процесс занимает меньше минуты. Это идеально, когда вы готовите много порций сразу. И такие рецепты, как фрикасе, где нужны очень тонкие ломтики. Теперь займемся овощами. Лук я нарезаю длинными тонкими перьями, так он сохраняет форму и дает красивую текстуру в начинке. Перец беру 3 цветов по возможности: красный, желтый и зеленый. Каждый из них имеет свой вкус. Красный сладкий, желтый мягкий, зеленый с легкой горчинкой. Вместе они делают блюдо ярче и насыщеннее. Сегодня у меня не было зеленого, я взяла оранжевый. Разогреваем сковороду, выкладываем лук и обжариваем до мягкости и прозрачности. Всегда жарю лук отдельно. Дальше добавляем перец, перемешиваем и ждем, пока овощи станут чуть мягче. Теперь отправляем в сковороду курицу. Перемешиваем и приправляем специями. У меня это соль, паприка, специи для фахитос и немного сухого чеснока. Для остроты добавьте немного любимого острого соуса, у меня это срирача. Оставляем на среднем огне, не забывая помешивать, чтобы мясо готовилось равномерно. Пока курица доходит, подготовим булочки. Мои дети обожают гавайские булочки, они чуть сладковатые и очень воздушные, но вы можете взять любые. Разрезаем булочки на 2 половины. Выкладываем их внутренней стороной вверх. Смазываем соусом. У нас это чик-филе соус, он сладковатый, с легкой пряностью. Вы можете опять-таки взять тот, который нравится больше вам. Сверху присыпаем тертым сыром. Выкладываем куриную начинку, распределяя ее равномерно. И сверху кладем ломтики плавленного сыра. Он сделает вкус более сливочным и нежным. Собираем булочки обратно. Верхушки промазываем чесночным маслом с укропом. Аромат будет просто потрясающий. Отправляем в духовку при 200 градусов или 396 фаренгейтов на 10-15 минут. Проверяйте через 10 минут. Булочки должны быть золотистыми с румяной корочкой. После выпечки даем им полностью остыть и разрезаем на порции. Сначала замораживаем на доске, а потом перекладываем в зиплок пакеты. В морозилке они хранятся до 2 месяцев без потери вкуса. А утром детям останется только разогреть, и у них будет готов сытный, горячий и очень вкусный завтрак. Рецепт номер 2 на сегодня мой любимый. Он получается очень сытным, потому что в нем увеличенная порция белка за счет отдельно добавленных белков яиц, творога и мясного фарша. Сначала подготовим овощи. Я беру те, что есть под рукой, нарезаю их произвольно, мне удобно кубиком. Сегодня картофель, перец и репчатый лук. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Лучше, если у противня будут высокие бортики. Посыпаем любимыми специями, сбрызгиваем растительным маслом, хорошо перемешиваем и разравниваем в один слой. Отправляем овощи запекаться минимум на 35 минут при температуре 200 градусов. Достаем из духовки и сразу сверху выкладываем заранее раскатанный на пергаменте пласт мясного фарша. Осторожно убираем пергамент, разравниваем фарш по всей поверхности, солим, перчим и возвращаем в духовку еще на 10 минут. Пока фарш запекается, приготовим яично-творожную заливку. Берем примерно 200 граммов жидких белков и 2 целых яйца. Добавляем 200 граммов творога. У меня зерненый, вы можете взять любой. Высыпаем 1 столовую ложку крахмала и хорошо перемешиваем до однородности. Аккуратно, небольшими порциями заливаем смесь поверх мясного слоя, разравниваем. Снова убираем в духовку на 20-30 минут. Ориентируемся по поверхности. Она должна стать сухой, а мясной сок полностью выпариться. Достаем начинку и щедро засыпаем сыром.
Возвращаем в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр расплавился. А пока приготовим соус для сборки буррито. Берем 3 столовые ложки греческого йогурта с горкой. Добавляем столовую ложку любимого острого соуса, у меня срирача. Режем зелень, у меня кинза, но если бы был укроп, я бы добавила его. Соль, черный перец по вкусу и плюс 1 большой зубчик чеснока или 2 маленьких. Хорошо перемешиваем наш соус. Достаем из духовки будущую начинку, даем ей как следует остудиться. Режем на прямоугольные части, в зависимости от размера вашей лепешки, которую вы будете использовать для буррито. И начинаем собирать буррито. Вот такие лепешки использую я. Они у меня диаметром под среднюю сковороду, примерно, я думаю, около 20 сантиметров в диаметре. Смазываем хорошенечко лепешку соусом. Не жалейте, кладите соуса достаточно много, тогда будет намного вкуснее. Сверху кусочек начинки и заворачивайте обычным способом. Все, кто пробовал буррито по этому рецепту, уже не хотят есть обычные классические буррито с фасолью, потому что это совершенно другой вкус. Он очень нежный, сочный, не знаю, в общем, очень сильно отличается. Попробуйте. Я сворачиваю каждый буррито отдельно в пергамент, потом складываю их в общий пакет зиплок замком и храню так в морозильнике до 2 месяцев. Даже после прошествия 2 месяцев, несмотря на то, что здесь картофель в составе, вкус этих буррито не меняется абсолютно. Даже после прошествия 2 месяцев они все такие же сочные и вкусные. Главное правильно их приготовить. Разморозить в течение 2 минут в микроволновке на максимальной температуре и обжарить на сухой сковороде со всех сторон, предварительно сняв пергамент. Третий рецепт, наверное, самый легкий из всех рецептов с ветчиной и сыром. Нам понадобится всего лишь упаковка слоеного теста, ваш любимый соус, ветчина и сыр. Натираем на терке ветчину и сыр. Это намного удобнее и быстрее, чем резать. На вкусе никак не отразится. Слегка раскатываем пласт слоеного теста и смазываем любимым соусом. У меня сегодня 2 варианта. Один это соус для пиццы и второй будет кетчуп с майонезом. Далее распределяем равномерно начинку, присыпаем дополнительно сыром. Сворачиваем все в тугой рулет и нарезаем на порционные кусочки. От толщины кусочка будет зависеть высота вашей будущей мини-пиццы. Складываем все кусочки на пергамент и хорошо придавливаем рукой. Сверху смазываем каждый соусом для пиццы или любым другим. Можно заменить просто на взбитое яйцо. Сверху щедро присыпаем тертым сыром. Запекаем до готовности слоеного теста. У меня ушло примерно 20 минут. Остужаем, замораживаем на противне, складываем в пакет.
Дольше недели они обычно у нас не залеживались. Очень вкусные, можно варьировать ингредиенты, добавлять бекон или вяленые томаты. Очень легко взять только одну порцию и максимально быстро разморозить в микроволновке в течение 1 минуты на максимальной мощности. Четвертый рецепт – это бейгл-пицца. Очень удобный и быстрый вариант, который всегда есть в морозилке и готовится за считанные минуты. Для первой версии нам понадобятся бейглы, соус для пиццы, сыр, болгарский перец и ветчина. Бейглы разрезаем пополам, на каждую половинку щедро наносим соус для пиццы. Сыр натираем на крупной терке, болгарский перец нарезаем мелким кубиком, ветчину небольшими кусочками. Сверху на соус выкладываем слой сыра, затем перец и ветчину и снова щедро присыпаем сыром. Вторая версия – это гавайская пицца на бейгле. Здесь все почти то же самое, только добавляем обжаренный бекон, либо сырой, на ваше усмотрение, и мелко нарезанный ананас. Выкладываем все в том же порядке: соус, сыр, бекон, ананас и снова сыр. Подготовленные бейглы мы замораживаем в сыром виде. Удобнее всего сначала разложить их на противне или доске в один слой и отправить в морозилку на 2-3 часа. Когда они полностью замерзнут, перекладываем в зиплок пакет или контейнер для длительного хранения. В таком виде бейгл-пиццы спокойно хранятся в морозилке до 2 месяцев без потери вкуса. Готовить их можно прямо из заморозки, без предварительного размораживания. Ставим в духовку или эйрфрайер на 15 минут при температуре 180-190 градусов. Пятый рецепт – это домашние Uncrustables. Это маленькие закрытые сэндвичи, настоящая палочка-выручалочка для школьных завтраков и перекусов. У меня будет два вида. Для первой версии берем мягкий белый или цельнозерновой хлеб, арахисовое масло и клубничный джем. Для второй хлеб, нутеллу и по желанию немного арахисового масла или банан для более насыщенного вкуса. У меня только нутелла, потому что мои так любят. Вырезаем из ломтиков хлеба круги или квадраты одинакового размера. Соединяем кусочки хлеба и аккуратно запечатываем края. Можно использовать специальную пресс-форму для Uncrustables или просто вилку. Готовые сэндвичи выкладываем на доску, замораживаем в один слой в течение 2-3 часов, а затем перекладываем в зиплок пакеты. Чтобы приготовить их после заморозки, достаточно оставить сэндвич при комнатной температуре на 30-40 минут. Еще один вариант – подогреть его в микроволновке 20-30 секунд, чтобы начинка стала мягкой и ароматной. А куда я делала обрезки от этих Uncrustable сэндвичей, я покажу вам в следующем видео. Вот и закончилась наша подготовка. Все заморожено и будет храниться вот в таком виде в морозилке. Здесь примерно 50 завтраков или ланчев, перекусов для моих детей. Здесь пицца мини, гавайская и обычная с ветчиной. Здесь пицца-роллы из слоеного теста. Это Uncrustable. Здесь, значит, тоже пицца. Я ее по-другому немного завернула. Хочу посмотреть, как удобнее хранить. В пергаментной бумаге, либо без. Здесь у нас роллы 27, по-моему, штук. Буррито. Вот такие аккуратненькие. Мы их берем, не размораживая, кладем в микроволновку на 3 минуты. И далее по желанию, либо на сухую сковородку, либо в тостер. Можно даже просто после микроволновки сразу есть. Так, тут у нас слайдеры. Это булочки я делала с фахитос с куриным. Вот то же самое. Здесь у меня по 4 булочки в пакете и каждому по 2. Вот такой вот ассортимент получился на американский лад. 5 видов самых популярных завтраков либо ланчей.